Я даже не знаю, с чего начать. Я обещала себе не рыдать в этом видео. Они все-таки заметили. Просто много людей захотели мне помочь. Просто так. Джаред увидел лично в руки. Я хочу рассказать вам одну историю, которая длится уже год, и вот она завершилась, и у меня столько эмоций, столько мыслей по этому поводу. Я просто хочу поделиться с вами и рассказать это все со своей стороны. Некоторые из вас понимают суть, некоторые знают частично эту историю, некоторые что-то догадываются, да придумывают какой-то бред. И многие спрашивают меня, я все молчу, и вот я решила рассказать вам все подробности, поэтому, скорее всего, это видео будет достаточно длинным, возможно, для многих неинтересным. Я уверена, что его посмотрит очень мало человек, только те, кто действительно, не знаю, заинтересован в этом. Поэтому, если вам интересно, то привет! Меня зовут Таня, это мой видеоблог, добро пожаловать. Возможно, многие из вас отпишутся от меня после этого видео, я не знаю, мне все равно, честно, вот просто уже настолько все равно, что... Так, спокойно. Сейчас. Я обещала себе не рыдать в этом видео. Извините сразу за тон моего голоса, я все еще отхожу, я все еще уставшая, я еще не выспанная на эмоциях, голос сорван, и они просто уехали вчера. Очень часто люди почему-то раньше писали огромные отчеты о том, как они сходили на концерт, о своих эмоциях, о своей встрече с группой. Когда ты недоблогер, то можно записать и видео, чтобы вот рассказать максимально все, потому что я не знаю, как это уместить в текст, какие смайлы нужно использовать. Так вот, как я сказала, эта история длится уже год, и сегодня 20 июля. В этот день, ровно год назад, я загрузила видео на свой канал, где я рисую граффити, рисунок, мурал по мотивам песни группы 30 Seconds to Mars Rescue Me, на котором изображен Джаред со слезой, и которого окружает сама лирика, слова песни этой, и также там есть рука как символ помощи, и лес как заплутанные мысли. И, в общем, это можно трактовать очень по-разному. Я не знаю, когда вы смотрите это видео, где-то, возможно, через неделю, возможно, через полторы. И это не потому, что мне будет тяжело морально монтировать это видео и слушать эту историю еще раз. И это не лень. Просто я уезжаю. Вот. И, скорее всего, вы увидите еще и влоги после этого видео. Что касается самого граффити, я рисовала его целый месяц, правда, потому что это очень труднодоступное место возле Рыбальского моста, который обрушен, и чтобы добраться до этого места, нужно объехать весь полуостров, и туда очень редко ездит транспорт. Я хотела, чтобы этот рисунок был именно возле этого моста, потому что каждый раз, когда Джаред и группа приезжают в Украину, он очень часто ходил на это место, и я хотела сделать что-то и правда необычное, что-то огромное, что-то такое, что может впечатлить. Помимо того, что мы возили с собой баллончики с краской и с теми принадлежностями, которые нужно нарисовать, помимо еды, которую мы брали с собой, помимо аппаратуры, это штатив, камера, и мы также возили с собой табуретку, потому что я не доставала до верха, то есть, понимаете, если я стою и поднимаю полностью руку вверх, я не достаю до верха этого рисунка. То есть на видео, на фото непонятно какого он масштаба, но на самом деле он огромный. Когда ты рядом находишься с ним и рисуешь,
то ты не понимаешь, в какой ты точке, нужно постоянно отходить, приходить, отходить, приходить. Иногда прям впритык слепило солнце, потому что когда ты наносишь краску, она начинает блестеть тебе в глаза и просто нереально рисовать. Я впервые делала что-то подобное, я думаю, вы в курсе, что я рисую акварелью, а акварель — это цветная вода. Здесь же все было наоборот, и мне очень было страшно, непонятно, как это все нарисовать. Иногда заканчивалась память на камере, иногда она просто разряжалась, и нам приходилось уходить, поэтому мы потратили столько времени, столько усилий. Но я все это время была такая вдохновленная, мне так хотелось что-то такое вот сделать, записать видео. Несмотря на что, я доделала этот рисунок, и я была очень довольна результатом, и где-то через месяц вроде бы они все-таки заметили, они написали комментарий под видео, и я была очень рада. Это был, казалось, максимум. Они просто знают, что это в Украине, и это казалось мне милым. Еще через несколько месяцев группа объявила, что они возвращаются в тур, и Украина, конечно же, включена в список стран, которые они собираются посетить. Каждый день я жила с надеждой о том, что они приедут и увидят это граффити. Оно же нереально большое, правда, такого нигде нет. Ничего не может помешать им увидеть его, тем более, что Джаред каждый раз, когда приезжает в Украину, едет на этот мост. Единственное, что он может быть на том месте, но пропустить, как-то его не увидеть, нужно будет как-то его направить. Тем ближе подходило время к концерту, тем больше я переживала не за сам концерт, ни за что, я переживала только за граффити, чтобы они это увидели. И я понимала, что прошел уже год, никто не вспомнит об этом факте. И у меня появилась новая цель, это просто напомнить им, что вот да, это в Украине, да, это в Киеве. Вы можете это найти, вы можете это увидеть. Чем ближе это было, я продумывала у себя в голове, как же можно было просто только напомнить, намекнуть им о том, что вот оно у нас. Просто вы можете даже там, я боялась больше всего, что они могут реально туда поехать и не увидеть его. Поэтому у меня появилось несколько вариантов того, как это можно сделать. Я реально постоянно просто думала об этом, как же можно было им напомнить о том, что оно в Украине всего лишь. А дальше дело за малым, казалось. Я напечатала постеры, на котором было красными буквами написано «Джаред Лето». И снизу «You have to see it», ты должен это увидеть. И мне казалось, что когда ты видишь свое имя на постере, это должно быть тебя привлекти, как-то посмотреть, что там, почитать. Также снизу там было изображение самого граффити, точка на карте, где она точно находится. Также там был QR-код, который переходил на видео. Собственно, вот так выглядел этот постер. Несколько ночей перед их приездом мы просто клеили их по городу. Так, это наш первый плакатик. Тань, давай. Куда-нибудь. Давай. Давай сюда. Так. Пам-пара-па-пам-пам-пам. Клеили по подолу, по тех местах, по тех улочкам, которые мы ходил Джаред. Также мы полностью обклеили фонтан, возле которого он фотографировался. И мы клеили, на следующий день мы приходили, или там через 2 дня, и посмотреть, все ли в порядке, потому что шли дожди. И мы находили на тех местах только ошметки от наших постеров. Коммунальщики их срывали, или я не знаю кто. Казалось, что все остальные постеры висят, только наши сдертые, мы клеили их обратно. В общем, это было целое приключение. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить человека, с которым мы несколько ночей не спали,
клеили по городу эти постеры. И я знаю, что ты смотришь это видео. Саня, привет. Спасибо, что помогал мне ночью клеить, терпел все это. Потом еще мы ходили, подклеивали, доклеивали. И не знаю, настолько было много силы и энергии в это все. Мы так вдохновленно это все делали. Также по виду постера я сделала специальное изображение и попросила в соцсетях, в Инстаграме, чтобы вы отметили Джареда, Марса, чтобы они понимали, что это в Украине. И, честно говоря, я даже... Так, честно говоря, я... Так, спокойно. Ну вот. Просто, честно говоря, господи, я же так долго красилась. Честно говоря, я даже не надеялась, что так много человек откликнется и запостит, и правда это изображение отметит их. И люди, вы просто нереальные. Вы просто нереальные. Спасибо вам огромное. Я не знаю, так просто много людей захотели мне помочь. Просто так. Так много людей хотели, чтобы они увидели это. Просто так. Ну что происходит? Вы мне очень помогли. Вы загружали изображения, вы отмечали группу, вы отмечали Джареда, вы отмечали меня, вы ставили локацию Украины, вы просто делились. Некоторым я писала лично, и никто мне не отказал. Я вам, правда, очень благодарна. Вы большие молодцы. Некоторые ездили, очень многие из вас на протяжении целого года, и особенно в последние эти дни, ездили к самому граффити, искали его. И также я хочу сказать, что на самом уже полуострове мы тоже сделали очень много разметок и стрелочек, и написали огромными буквами, где находится граффити, и очень многие из вас нашли его и тоже сообщили и мне. И спасибо вам за все. Еще так, спокойно. Группа у нас пробыла максимально очень долго, приехали очень рано и уехали практически впритык. И еще даже в тот день, когда они приехали, 16 числа, когда все уже их видели, сделали фотографии, я не знаю, все. Мы еще в тот день клеили постеры, потому что уже точно знали, где они находятся. И казалось, еще так много времени, еще так... И все получится. Потом случилось что-то нереальное. Джаред увидел наши постеры, которые мы собственноручно клеили, этими вот ручками клеили по ночам. Он не то чтобы сделал фотографию, он записал даже бумеранг. Целых 6 секунд. Если бы мне сказали, какие 6 секунд я бы хотела увидеть перед смертью, то, наверное, это было бы это сторис. Я не знаю. Вы бы видели мой визг. Я думаю, многие из вас видели. Это было недалеко от гостиницы. И просто казалось, все, дело сделано. Осталось за малым. Они знают. Все. На мой визг просто слетелись куча людей, охранники обратили внимание. Мне казалось, что даже сам Джаред, находясь в гостинице, слышал, как я орала Невистова на всю улицу, потому что казалось все. Они увидели еще так много времени, они в любой момент могут туда поехать, но нет. Спойлерну вам скажу, что они не увидели. Также вы не знаете, но по секрету вам скажу, что я вышла на организаторов, и они запостили у себя в аккаунте это изображение с напоминанием граффити. Но более того, один из вот таких постеров
которые я приготовила для Марса, они лично передали им, лично в руки. И это была огромная победа. Казалось, все, понимаете, все. Дело сделано. Но вышло так, что нет. Предвещая все ваши вопросы и напряжение, которое сейчас повисло, они не ездили туда. То изображение, которое они загрузили у себя в историю, это изображение, которое было сделано мной и которое было предоставлено мной организаторам Ю-парка. То есть они не ездили туда, не ездили. Я не знаю, что случилось. Возможно, они не поняли или как-то неправильно поняли. Возможно, и правда не было времени, хотя они были у нас 4 дня. Возможно, их это не заинтересовало, возможно, им оно не понравилось. В любом случае, когда они приедут в следующий раз, а они приехали в этот раз, чтобы попрощаться, потому что это конец эры, потому что они будут дальше писать новый альбом, только нам придется ждать их еще 5 лет, 6, 7, 10. В любом случае, когда они приедут сюда в следующий раз, то это будет не актуально, потому что Rescue Me навсегда останется в предыдущей эре. Доживет ли это граффити до следующего раза? На протяжении целого года я больше всего переживала, чтобы никто ничего не нарисовал поверху, не испортил граффити, чтобы не снесли эту стену, потому что она в таком месте находится, где постоянно идет стройка, и я не знаю, нужна ли она им или нет. И я на протяжении целого года время от времени ездила туда, проверяла, и что самое интересное и самое главное, она дожила с минимальными потерями, просто там только краска немного отлущилась, кто-то испортил QR-код и кто-то поцарапал мое имя, но в общем это вообще минимальные потери, оно дожило, оно осталось, и вот все. Также в этой комнате, помимо этой стороны и стенки, на которой я обычно снимаю видео с фотографиями, есть еще стена, которую я вижу каждое утро, когда просыпаюсь, и там есть вот такое изображение, которое я вам сейчас покажу. Вот оно, пришлось оторвать, то есть на протяжении целого года я просыпалась, видела это изображение и мечтала о том, что однажды это будет не фотошоп. И если взять рост Джареда и размер этого граффити, то было бы приблизительно вот так. Но теперь это все не важно. Очень обидно, мне очень жаль. Мне жаль, что так очень много людей правда хотели, чтобы он это увидел. Не только я. И особенно те люди, которые помогали мне в этом. И я не знаю, у нас не получилось. Все зря. Все было зря. Все было зря. Я понимаю, что это очень эгоистично звучит, и я не знаю, что случилось, и никто мне ни в чем не обязан, но просто не получилось. Было столько надежд, столько веры, столько вдохновения, столько усилий, недоспанных ночей, столько всего, и не получилось. На этом история граффити заканчивается, но Дни Марса в Украине это было не только граффити. Также был это незабываемый концерт. Я пришла с самого утра, чтобы занять свою очередь, несмотря на то, что у меня был VIP-билет. Я пробралась в первый ряд. Также человек из Mars Crew дал мне флаг.
И это означало, что у меня будет возможность выйти на сцену на финальной песне, что и произошло. Это настоящая мечта каждого. Концерт был просто нереальный, голос нереальный. Все эти песни вживую, они заменят все. Поэтому не расстраивайтесь тоже, живем дальше и ждем в следующий раз. Дальше предлагаю посмотреть вам концерт, как все это было, видео с подсценой, видео со сцены. Это был лучший день с этих всех дней, и все хорошо. Rescue me, rescue